мои видео носят хоть какой-то практический смысл, но сейчас это просто история просто из моей жизни. Сразу скажу, что когда я планировал этот материал в конце декабря 2021 года, я не знал, что произойдет в конце зимы 2022 года. Я просто в очередной раз хотел поделиться опытом набивания шишек, и, возможно, кто-то, посмотрев мой материал, облегчил бы себе жизнь. Поэтому при просмотре прошу понять, что фондовый рынок в России потерпит крах, и сейчас никто не знает, будет ли фондовый рынок существовать вообще. Почти 3 года моим брокером был Сбер. Сбербанк, Сбер. Я не ахти какой инвестор, так себе трейдер и не владелец жирного капитала. Возможно, я был бы чем-то интересен Сберу, если бы кто-то у них там внутри, в их чреве, анализировал деятельность своих клиентов. Брокер прежде всего зарабатывает на комиссиях. В 2021 году я совершил более 200 сделок по продаже и покупке ценных бумаг. И в конце 2021 года я все-таки решил перевести свой индивидуальный инвестиционный счет к другому брокеру. По закону, если я открываю индивидуальный инвестиционный счет у другого брокера, то предыдущий индивидуальный инвестиционный счет я должен закрыть. Активы, которые были у предыдущего брокера, должны быть мною переведены к новому брокеру. 15 декабря 2021 года я открыл индивидуальный инвестиционный счет у нового брокера и после этого побежал в Сбер закрывать свой старый индивидуальный инвестиционный счет, чтобы потом я планировал перевести активы к новому брокеру. Услугами нового брокера я тогда уже пользовался около года. Меня все устраивало, меня устраивали комиссии, меня устраивало обслуживание, ответы на вопросы, устраивал софт, устраивала аналитика и материалы, которые этот брокер предоставлял в качестве бесплатного бонуса. Открыть индивидуальный инвестиционный счет сейчас очень просто. А вот закрыть — это целый квест. Начался этот квест с того, что я попытался дозвониться в колл-центр, чтобы узнать, где мне можно закрыть ИИС. Дело в том, что у Сбера существует искусственный интеллект в виде колл-центра или колл-центр с искусственным интеллектом. И для того, чтобы попасть на живого человека, мне пришлось раз 5 или 6 сказать связь с оператором, прежде чем искусственный интеллект соединил меня с оператором, и я наконец-то изложил суть своего вопроса. Оператор, который меня обслуживала, оказалась достаточно толковой, и всего лишь с 3-го раза она перевела меня на специалиста по брокерскому обслуживанию. Специалист по брокерскому обслуживанию не открыла для меня Америки, сказала, что ИИС можно закрыть совершенно бесплатно, активы тоже можно перевести к другому брокеру совершенно бесплатно, но для того, чтобы это сделать, нужно прийти самому лично в центральный офис Сбера в моем городе и там осуществить эти манипуляции. Цейтнот загнал меня в Сбер накануне Нового года, накануне 22 года. В OpenSpace девушка сама определила мне нужное окно, куда мне нужно было бы обратиться, и откуда мне подали бы руку помощи для того, чтобы закрыть ИИС. В нужном окне специалист честно пыталась решить мой вопрос. Она много звонила разным людям, кому-то даже писала, объясняла в очередной раз, что вот да, есть человек, вот, который пришел, который хочет перевести, закрыть ИИС, а активы перевести к другому брокеру. И вот он здесь и сейчас, и что мне с ним делать? В итоге мне сказали, что мне нужно пройти в зону Сбербанк Премьер, где меня встретит человек, там мне нужно будет присесть на диванчик, и меня встретит человек, который займется моим вопросом. Спустившимся оказался мужчина, который излучал уверенность в том, что он разбирается в том вопросе, который меня волновал, процентов на 300. Он был сведущ в понятиях брокерского обслуживания, однако не обладал какой-либо клиентоориентированностью, и видно, что за мною он занимался совершенно нехотя и по остаточному принципу. Ну ладно, это личное дело этого человека и Сбера. Он бегло уточнил суть моего вопроса, понял, чего я хочу. Он сказал примерно следующее, это ваше право, но я должен вас предупредить, что перевод бумаг одного эмитента будет стоить примерно 900 рублей. Я не стал противиться, хотя мне показалось, что это какая-то кабальная
цена, но он не придумал, наверное, ее с потолка, поэтому я сказал, ну что ж, если вот такие правила у вашего банка, пожалуйста, давайте оформлять необходимые документы. Хотя я ему сказал, что я звонил в колл-центр, и мне сказали, что процедура совершенно бесплатная. Ну, наверное, кто-то просто не владеет информацией. У меня было на тот момент открытые позиции по 6 эмитентам. Прикинув, сколько я там теряю, я 3 позиции закрыл, ну и 3 позиции решил перевести. То есть у меня должны были перевестись деньги от закрытых позиций, и 3 ценные бумаги должны были перевестись. Ну, на самом деле их там не 3, конечно, я имею в виду 3 эмитента. Конечно, сейчас я уже понимаю, что лучше бы я закрыл все 6 позиций и просто перевел бы деньги. Потому что, забегая вперед, скажу так, что степень просадки рынка после известных февральских событий, она измерялась десятками процентов. После того, как я закрыл позиции, я пошел на диван ждать, пока мои заявления там и анкета оформятся. Прежде я дал новые реквизиты моего нового брокера для того, чтобы перевести туда мои активы. Причем я их должен был записать именно собственноручно на листке бумаги, никакие там пересылки в виде сообщений или на электронную почту мой консультант не принял, сказал, что это должно быть только собственноручно написанное письмо. Сколько я сидел и ждал в зоне Сбербанк Премьер, я, честно говоря, не помню. Я даже засыпал, по-моему, потом просыпался, какие-то ходили люди, менеджеры Сбербанка уточняли, кого я жду, занимается ли кто-либо мною, не забыли ли про меня. Про меня не забыли, видимо, просто те 2 бумажки, которые потом спустились с какого-то высокого этажа мне на подпись, их оформление занимало достаточно долгое время. Когда бумажки были готовы, я их подмахнул и счастливый бросился бежать из Сбера, думая, что на этом все закончилось. Первая хорошая новость пришла, когда я увидел, что на ИИС нового брокера зачислились мои денежные средства. Но пользоваться ими было нельзя, то есть совершать покупки ценных бумаг. Висело информационное сообщение: торговля невозможна, подпишите реестры. Однако, если кнопнуть это сообщение, подписать реестр невозможно. Когда я позвонил в колл-центр нового брокера, мне сказали, что процесс перевода ИИС еще не завершен. И для того, чтобы он завершился, нужно предоставить справку сведения о состоянии ИИС от Сбера. 10 января, первый рабочий день нового 2022 года, мне позвонил мой сопровождающий менеджер Виталий Викторович. Не знаю, какая у него должность, но мы назовем его менеджером. И сообщил, что можно забрать мою справку. Отдавая мою справку, он меня тут же обрадовал, что ценные бумаги не переводятся автоматом как денежные средства. И для того, чтобы их перевести, нужно обратиться в депозитарий. Чтобы перевести ценные бумаги из депозитария старого брокера в депозитарий нового брокера, нужно сформировать поручение на перевод. Его можно сформировать 2 способами. Первое – это лично явиться в Сбер и попросить специалиста это сделать. Второе – воспользоваться личным кабинетом расширенной версии, которая открывается с компьютера, и попробовать это сделать самому там. Тут же Виталий Викторович мне предоставил рабочий телефон человека, специалиста, который этим занимается. Специалист Светлана мне по телефону бегло объяснила, как это можно сделать, а для того, чтобы я особо не путался, выслала мне на электронную почту, не как Виталий Викторович постеснялся это сделать, памятку о том, как сформировать поручение о переводе. Видимо, на эти грабли уже кто-то наступал, и, соответственно, уже был некий методический документ разработан. Хвала Сберу. К вечеру этого же дня, волю наматерившись, я все-таки сформировал 3 поручения на перевод и вроде бы как даже их отправил. Утром следующего дня мне поступил звонок из Сбера. Человек, который мне звонил, сказал, что поручения сформированы с ошибкой, и если до 12 дня их отозвать и поправить, то это будет намного проще, ежели их просто отклонят, и мы потеряем время. На что я уточнил, какие были допущены ошибки, мне о них рассказали. Я отозвал поручение о переводе, немного их поправил и кнопнул, чтобы они отправились заново. Как мне и ранее говорил Виталий Викторович, за
поручение по переводу ценных бумаг одного эмитента взимается плата 865 рублей. То есть за 3 бумаги я заплатил 2595 рублей. Следующим днем, удостоверившись в личном кабинете Сбербанка, что мои поручения исполнены, я побежал к новому брокеру, чтобы оформить поручение на прием зачисления у нового брокера. Я подготовился, как только можно было подготовиться, и распечатал сами поручения из кабинета Сбербанка, и взял с собой ноутбук, и взял все бумажки, которые я оформлял в Сбере, то есть все, что могло понадобиться. Процедура заняла около 40 минут, причем мы споткнулись об один из подводных камней, меня начали допрашивать о референсе перевода. Вроде бы мы со специалистом сошлись на том, что референс — это код, который приходит по СМС, когда я оформляю платежное поручение. То есть код, который приходит с номера 900. Я этот код продиктовал здесь же, по каждой ценной бумаге. После этого мне сказали, что около недели ценные бумаги будут вводиться и нужно просто подождать. Ну, я, собственно говоря, приготовился ждать, но нет. Через день, в пятницу, на электронку пришел отказ о зачислении ценных бумаг. Необходимо было уточнить у контрагента раздел счета списания. Поскольку в пятницу, естественно, вечером мне никто никакие реквизиты не собирался давать, поэтому все отложилось до понедельника. В понедельник я написал по электронке специалисту Светлане о своей проблеме, той самой, которая мне прислала памятку, как оформлять поручение о переводе ценных бумаг. И примерно через час я от нее получил документ с требуемыми реквизитами. Блин, ну почему его нельзя было сразу мне дать, чтобы я по 10 раз туда-сюда не бегал? Этот документ отправил специалисту нового брокера и попросил дальнейших инструкций. Ну, естественно, нужно было снова приехать, чтобы снова оформить поручение на прием ценных бумаг, и я снова поехал к новому брокеру, но благо, что там девушка уже подготовила эти поручения, я их просто подписал и уехал восвоясь и снова ждать. Время шло, при этом я регулярно, примерно раз в неделю, звонил новому брокеру, уточнял статус своих денег, которые были заморожены, и ценных бумаг, которые не были еще переведены. И мне каждый раз отвечали, что все в процессе перевода, все вот-вот сейчас. Но результата не было. Накануне исхода месяца после оформления поручения о переводе от специалиста нового брокера мне приходит примерно следующее сообщение. Добрый день, Андрей. Поручения от нас и от Сбера не совпали в депозитарии. Необходимо оформить новые поручения сначала в Сбере, а потом у нас. Важно, чтобы мы знали, будет ли указан референс в поручениях Сбербанка, дата расчетов и дата сделки. И это было снова исход пятницы. В понедельник я снова побежал в Сбер, снова искать справедливости. И на этот раз я уже попросил, чтобы специалист Светлана сама оформила поручение о переводе. И наконец-то я уточнил, что же такое референс перевода. Оказывается, референс — это специальный код, который присваивается каждому эмитенту. И это не коды из смс-ок. Это индивидуальный код эмитента, который либо указывается при переводе, либо не указывается. В этот раз я попросил его не указывать. Ну и, соответственно, сообщил новому брокеру при оформлении новых поручений о зачислении, что у меня нет референса перевода, и сообщил только дату расчетов и дату сделки. К слову сказать, это было уже 14 февраля 2022 года, а начал я все 15 декабря 2021 года. 16 февраля я увидел переведенные ценные бумаги на ИИС нового брокера, но с ними делать ничего было нельзя, и они стояли без цен приобретения. Это было еще время, когда я мог одну из бумаг, например, «Газпром», продать с определенным профитом, но пока сделки невозможно было осуществлять. 18 февраля я снова попытался узнать, в какой стадии находится процесс перевода с одного ИИС на другой. Опять же, мне предложили только подождать еще немножко. В то же время рынок уже начал стремительно валиться вниз. Я жалел лишь о том, что у меня нет кэша для того, чтобы купить то, что значительно подешевело. То есть там бумаги обвалились некоторые на 20, 25, 30%.
я принял решение продать часть своего золота, которое было накоплено, и войти в некоторые бумаги, которые мне были интересны. Там Алроса, Лукойл, НЛМК. 24 февраля произошло то, о чем все прекрасно знают. Антисимволично то, что именно в этот день разморозился мой ИИС у нового брокера, стали доступны и денежные средства, и ценные бумаги. Но ценные бумаги уже продавать не было смысла, потому что они уже были в серьезной просадке. Деньги, которые разморозились, я пустил в дело. То есть я купил Росагро, я купил Мечел, я купил Русал. И взял их практически на дне. Правильно я сделал или нет, покажет время или уже не покажет. Фондовый рынок закрыт для сделок уже несколько дней. Когда он откроется, никто не знает. Никто не знает, откроется ли он вообще в ближайшее время. Я не мог предположить, что такая безобидная операция, как перевод ИИС, растянется на 2 долгих месяца. Тем более я не мог предположить, что произойдут такие геополитические события, которые вообще обнулят действия вкладчиков в российский фондовый рынок. Если бы ничего в мире не случилось, мой опыт был бы кому-то полезен. А теперь это просто история о том, как с зависшими деньгами над всеми над нами зависла какая-то глобальная неопределенность, длительность которой никто даже не может спрогнозировать. Сейчас пенять на слабую компетенцию специалистов двух больших финансовых учреждений, наверное, смысла нет. Эти люди не могли изменить ни ход истории, ни каким-либо образом повлиять на него. И я не держу на них зла. Более того, я как-то даже сочувствую, потому что, скорее всего, в нынешних условиях эти люди могут просто потерять свою работу. Не из-за того, что какому-то отдельному человеку 2 месяца переводили ИИС, а просто их работа никому не будет нужна в ближайшие несколько лет. Им можно будет только посочувствовать, потому что кому понадобится тренер по инвестициям там, или специалист по брокерскому обслуживанию, если не будет фондового рынка вообще в России. Выводы из этой ситуации сейчас делать тоже бессмысленно. Теперь это просто история из моей жизни, без всяких лайфхаков, как я 2 месяца бегал, стирая свои ноги и нервы. Возможно, мы вообще через пару месяцев забудем, что такое ИИС, и будем с ностальгией об этом вспоминать. По факту ИИС невозможно перевести от одного брокера к другому без каких-либо затрат. И это время, это деньги, это ноги, это нервы. Второе. Нужно быть готовым к тому, что переводимые активы на месяц, на 2 могут просто зависнуть в воздухе, как в моем случае. То есть это деньги, которыми невозможно воспользоваться, если они очень нужны. И это активы, которые невозможно продать. И если вдруг рынок пошел вверх, чтобы зафиксировать прибыль, или, например, если этот актив пошел вниз, чтобы фиксануть убыток. Специалисты по брокерскому обслуживанию, возможно, конечно, знают хорошо свою работу, но они сидят в бэк-офисе, они сидят там далеко, а во фронт-офисе сидят специалисты, которые практически ничего не знают о брокерских делах и фондовом рынке. Не имеет смысла рассуждать о как-то повышении уровня сервиса, о повышении компетенции специалиста. Просто это все сейчас потеряло разом какой-либо смысл. За последние годы Сбер, конечно, очень вырос и в плане клиентского обслуживания, и в плане предоставляемых сервисов и софта. Но это все для, так сказать, массового потребителя. Наверное, их государство и будет спасать в первую очередь. Где-то на середине пути, по прошествии месяца из этих 2 месяцев, я думал, что в ближайшие 100 лет мне просто не придется больше трогать ИИС, и он будет у меня у одного брокера. Но теперь я понимаю, что, возможно, мне вообще не удастся его потрогать, если биржи не откроются, если фондовый рынок не откроется и канет в лету. Всем кискам пис.